как вы чувствуете недостаток воздуха? Недостаток воздуха – это есть основной критерий нахождения человека в методе. Метод Бутейко равно недостаток воздуха. Недостаток воздуха равно метод Бутейко. Посмотрите, там у меня видеоролик, основные критерии нахождения человека в методе. Марина, это вам еще задание. Он идет 3 минуты. 3 минуты. Я помню, я его смотрел, я помню. Это основные критерии. Вы говорили позапрошлый раз. Основные критерии нахождения человека в методе. Недостаток воздуха – это есть основной критерий нахождения человека в методе. Почему? Потому что именно в недостатке воздуха, когда мы сидим, накапливается углекислый газ. Что такое недостаток воздуха? Это углекислый газ поднялся, организм хочет вдохнуть, хочет дышать, а мы ему не даем. Понимаете? Это есть недостаток воздуха, это накопление углекислого газа. Тот углекислый газ, который делает все наши функции, в том числе и давление понижает, и там все рассасывает, и все делает, что надо, и кислород подает нам. И повышенная концентрация углекислого газа переводит наш дыхательный центр на другой уровень работы. Да? И если раньше дыхательный центр реагировал на 3,5%, то есть в крови поднимается углекислый газ до 3,5%, дыхательный центр делает вдох, поднимается 3,5, вдох, поднимается 3,5, вдох, то теперь мы терпим. И когда будет 3,5, дыхательный центр уже не будет реагировать, он будет реагировать теперь через месяц на 4%. 4% вдох, вдох понятно, да? А через 3 месяца уже будет 4,5%, а через полгода уже будет 5%. Ну, это в идеале. На самом деле, может быть, не так схематично, не так все быстро, но на самом деле мы перестраиваем наш дыхательный центр. Так как мы перестраиваем наши, например, мышцы, да, мы накачиваем в тренажерном зале, точно так же мы накачиваем наше тело, наш функционал на другой режим работы. Понятно? Понятно. Вот это вот недостаток воздуха. Вот метод Бутейко равно недостаток воздуха.